Всем привет! С вами снова Дайвинг без границ с новым обзором снаряжения. Прежде чем начать, хочу напомнить про бесплатный курс Nitrox на нашем канале, а также напомнить про то, что неплохо подписаться на канал, чтобы не пропускать новости и обзоры. А в этом обзоре я хочу поговорить про ласты Scuba Pro Go Sport, которые попали к нам случайно с нашими дайверами. Ребята ехали нырять в Египет, но перевес багажа не позволял им взять нормальные ласты, и они специально купили облегченные ласты от Scuba Pro. Итак, ласты, как вы видите, оребрение достаточно ярко выраженное. В общем и целом ласты выглядят очень такими серьезными, похожи очень на технические ласты. Калоша. Они сделаны из монопрена, и калоша очень мягкая. Задняя резинка, она очень тоненькая, на мой взгляд, но так как ласты очень легкие, то не критично. Ласты легко гнутся. По сравнению с нормальными техническими ластами, очень легко, я бы сказал, прям очень жиденькие. Да, и резиночку я бы, конечно, банджо взял потолще, там максимум 4 стоит, то есть 4 миллиметра. Сравнивая с джетфинами, вот лежат джетфины размера XL и рядом L Go Sport. Ну, визуально чуть меньше. Вот видно здесь сразу, что площадь ласты меньше, но хотя и размеры разные, конечно, но это не сильно разные размеры, а по ребрам видно, что ребра значительно, ну не значительно, как бы, а как раз не значительно больше у джетфин. Если мы их положим рядом, то разница заметно еще меньше. Вот, то есть калоша выше у Go Sport, хотя размер меньше, калоша выше. А площадь, да, чуть-чуть поменьше. Если наложить друг на друга, то чуть-чуть поменьше площадь. Вот, еще раз. Высота калоши тут очень хорошо заметна. Вот сейчас померяю на сухой костюм. Тут бот примерно получается, наверное, как бот 45 размера. У меня 43, но вот, учитывая, что это бот сухого костюма, он больше. Вот. Нога сидит достаточно свободно. Думал, что будет болтаться, но нет. Хотя зазоры есть, но не болтается. И за счет того, что ласта очень легкая, в принципе, вот этих резиночек вполне хватает. То есть ласта на ноге сидит хорошо, не болтается. Ну что, в воду? Под водой. Flutter. Видно, что ласты работают очень хорошо. Они, в принципе, и созданы под такой стиль гребка. На фроге, ну, визуально вроде бы все нормально, но движение вперед очень слабенькое. На самом деле ласты на ногах практически не ощущаются. Я вообще вначале подумал, что при прыжке в воду они у меня слетели. То есть настолько они легкие, не ощущаются на ногах. Развороты, в принципе, более-менее адекватные. Ну и вот владелец этих ласт сейчас продемонстрирует. Мы плывем, течения практически нет в данный момент. И, как видите, флаттером человек очень эффективно продвигается вперед. То есть особых замечаний нет. Вот переключился на фрог, и продвижение значительно стало медленнее. То есть я плыву сзади в джетфинах и очень легко человека нагоняю, не прилагая никаких усилий. Бэккик, как вы видите, при заносе ласт назад они сильно прогибаются, гребка практически не происходит, но тут, может быть, еще надо модифицировать технику работы этими ластами задним ходом. Ну а при обычных погружениях гребком в стиле красноморский фрог против течения, как вы видите, дайвер плывет, продвижение происходит вполне адекватно. Но если сравнивать с хорошими ластами
даже с Avanti Quattro Mares, либо не говоря уже по профессиональных хороших ластах жестких типа Jetfin, то в сравнении никакое они не идут, потому что реально гребут они хуже, менее эффективно, будем говорить так. Но при этом сильно выигрывают в весе. Все-таки кило 150 грамм за пару ласт – это очень серьезный плюс при перелетах. Ну а напоследок хочу продемонстрировать, что стало с знаменитыми джетфинами за 2 года эксплуатации. Как видите, растрескались. То есть уже совсем скоро, я думаю, что они разрушатся. А ребрение тоже, ребра все растрескались. Идет прям деградация материала очень сильная. Или всего лишь 2 года использования. Да, и постоянного использования, но тем не менее. И эти ласты сделаны в Тайване. То есть вот made in Taiwan. Не знаю, насколько это зависит от производителя, вернее от места производства, но расстроили. На этом наш обзор закончен. Хочу напомнить, что в мае у нас сафари. Мы определились с датами. Стартуем 6 мая из Марс-Аламо. Идем на юг к рифам Сент-Джонс и к лабиринтам Клауди. Кто хочет к нам присоединиться, пожалуйста, пишите в личку, пишите в комментариях. В общем, свяжитесь с нами. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Ждем ваших лайков, комментариев и подписок. Пока!